В этом видео я покажу, как связать вот такую салфеточку. Вяжется она просто. Вот такая объемная обвязка в виде зигзага. Вяжется по спирали. Значит, вяжется по спирали. Круг состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Вязать буду пряжей карамель бэби, цвет ваниль и цвет Майами ваниль. Я буду называть просто. Это цвета заявлены производителем. Я буду называть светлая нить, темная нить. Параметры пряжи. Толщина нити 2 миллиметра. Длина в мотке 200 метров. Вес 150 грамм. Состав 80% полиэфира и 20% кашмелона. Карамель бэби. Я покажу, как я вязала вот эту салфеточку, но цвета поменяю. То есть основа будет из светлой нити, а обвязочка будет из темной нити. Вес салфетки 56 грамм. 56 грамм. Начну вязать светлой нитью. В этом варианте я начинала вязать темной нитью. Для вязания потребуется крючок диаметром 3 миллиметра. 3 миллиметра крючок и обязательно маркер. Начинаем вязание. Хвост. Ниточка клубком. А эта ниточка идет к хвостику. Значит, нижняя хвостик, верхняя клубок. Завожу крючок под нижнюю нить. Захватываю ниточку, которая сверху. И затем захватываю нить, которая идет к клубку. Провязываю петельку. Значит, провязала воздушную петлю. Далее провяжу 2 воздушные петли еще раз. 2, 3 воздушные петли. Дальше я провяжу 11 столбиков с накидом. Это первый ряд. 11 столбиков с накидом. Накид. Провязываю первый столбик с накидом. Второй столбик. Третий. И так дальше. Значит, первый столбик из 3 воздушных петель. И дальше 11 столбиков с накидом. Первый ряд состоит из 12 столбиков. Первый ряд 12 столбиков. Значит, первый столбик состоит из 3 воздушных петель. И дальше 11 столбиков с одним накидом. Первый столбик 3 воздушные петли и 11 столбиков с одним накидом. Всего 12 столбиков.
Так, раз, первый столбик из воздушных петель. Дальше раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. 11 столбиков с одним накидом. Всего 12 столбиков. Значит, потяну за хвостик, чтобы вот это отверстие максимально уменьшить. И закреплю ниточку. Вела крючок произвольно, это обратная сторона. Захватываю ниточку, провязываю воздушную петлю, затягиваю. И еще раз. И еще воздушную петлю. Так, протягиваю хвост. Обрезаю покороче. И конец надо подпалить. И приклеиваю. Первый ряд провязала. Значит, по кругу, повторюсь, 12 столбиков. Одеваю маркер на петлю. Завожу в петлю крючок. Дальше второй ряд я буду вязать по спирали. Значит, вот у меня столбик из 3 воздушных петель. Раз, два, раз, два, три. В третью петлю я завожу крючок. Значит, сначала нужно сделать накид. Все столбики по кругу будем вязать столбиками с одним накидом. Значит, под третью петлю завожу крючок. Раз, раз, два, три. Под третью петлю завела крючок. Захватываю нить, протягиваю. На крючке 3 петли и провязываю столбик с одним накидом. Это первый столбик второго ряда. Дальше делаю накид и под эту же петлю провязываю второй столбик с одним накидом. Значит, второй ряд. Петли основания. В каждую петлю основания я буду провязывать по 2 столбика с одним накидом. По 2 столбика с одним накидом. И так дальше. Всего получится во втором ряду 24 столбика с одним накидом. Дальше в следующую петлю провязываю 2 столбика с одним накидом. Раз. И в эту же петлю 2. В следующую петлю основания провязываю раз столбик. И в эту же петлю провязываю второй столбик с накидом. И так по кругу до маркера провязываю в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Всего должно быть столбиков 24. Так, подошла
к концу ряда, осталась последняя петелька, провязываю 23 столбик с накидом и в эту же петлю 24 столбик с накидом. Снимаю маркер и вешаю на петлю маркер. Вешаю на петлю. Значит, провязали 2 ряда. Первый ряд 12 столбиков, второй ряд 24 столбика. Третий ряд. Третий ряд. Буду делать прибавление через столбик. То есть вот у нас идут петли основания. Значит, в первую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Во вторую петлю, под вторую петлю протягиваю, провязываю третий столбик с накидом. Под третью петлю провязываю 2 столбика. Под четвертую петлю провязываю 1 столбик с накидом и так дальше. Значит, в третьем ряду у нас должно быть 36 столбиков. Накид. Под первую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Под первую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Накид. Под следующую петлю провязываю 1 столбик с накидом. Под следующую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Раз, два. Под следующую петлю провязываю 1 столбик с накидом. И так вяжу по кругу. Всего в третьем ряду 36 столбиков с накидом. Заканчиваю третий ряд. Последняя петля. Провязываю в последнюю петлю 2 столбика с одним накидом. 35, 36. 36 столбиков в третьем ряду. В третьем ряду 36 столбиков. Переходим к четвертому ряду. Надеваю на петлю маркер. Четвертый ряд. В четвертом ряду буду делать прибавление через 2 столбика. Значит, вот у нас идут петли основания и так дальше. Значит, под первую петлю провязываю 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю буду провязывать 1 столбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую петлю 2 столбика с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом и в следующую петлю 2 столбика. То есть прибавление буду делать через 2 столбика. Всего в четвертом ряду должно быть 48 столбиков. Накид. Под первую петлю основания провязываю 2 столбика с накидом. Раз, два. В
следующую петлю провязываю, под следующую петлю провязываю 1 столбик с накидом, под следующую петлю 1 столбик с накидом, дальше 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом, накид, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Раз, два, накид, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом и в следующую петлю 2 столбика с накидом. В четвертом ряду по кругу должно быть 48 столбиков с накидом. Значит, в эту петлю, под эту петлю 2 столбика с накидом. Итак, по кругу до маркера должно быть 48 столбиков с накидом. Приближаюсь к концу, приблизилась к концу ряда, осталась последняя петля, провязываю 48 столбик. В последнюю петлю провязываю 48 столбик. Все, конец. Раз, два, три, четвертого ряда. Переносим маркер. Пятый ряд. Пятый ряд. Значит, в пятом ряду будем делать прибавление через 3 столбика. Будем делать прибавление через 3 столбика. Значит, под первую петлю основания провязываем 2 столбика с накидом. Под вторую петлю провязываем 1 столбик с накидом. Под третью петлю 1 столбик с накидом. Под четвертую петлю 1 столбик с накидом. Под пятую петлю 2 столбика с накидом. И так дальше. То есть делаем прибавление через 3 столбика. И так дальше. Значит, в пятом ряду должно быть 60 столбиков с накидом. Накид. Под первую петлю провязываю 2 столбика с накидом. Раз, два. Накид. Под следующую петлю 1, под следующую 1, под следующую 1. Далее 2. 1 столбик с накидом. В следующую петлю 1 столбик с накидом. Под следующую петлю 1 столбик с накидом. Значит, 2, 1, 1, 1. Под следующую петлю 2 столбика с накидом. Раз. И под эту же петлю 2. И так дальше. 2, 1, 1, 1, 2. В пятом ряду должно быть 60 столбиков с накидом. Подошла к концу пятого ряда. Последняя петля. Провязываю 60 столбик, 60. Пятый ряд закончен. Перебрасываю маркер. Надеваю на петлю. Значит, в пятом ряду по кругу у нас 60 столбиков. Шестой ряд.
в шестом ряду будем делать прибавление через 4 столбика. Значит, под первую петлю провязываем 2 столбика с накидом, под вторую петлю 1 столбик с накидом, под третью петлю 1 столбик с накидом, под четвертую петлю 1 столбик с накидом, под пятую петлю 1 столбик с накидом. И повторяем. Дальше следующую петлю 2 столбика с накидом. И так дальше. То есть повторяется. Прибавление делаем через 4 столбика с накидом. Значит, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. И так дальше. Значит, в шестом ряду 72 столбика с накидом. Значит, под первую петлю провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. И дальше 1, 1, 1, 1. В следующую петлю 1 столбик, под следующую петлю 1 столбик, под следующую петлю 1 столбик и под следующую петлю 1 столбик. Значит, 2, 1, 1, 1, 1. В следующую петлю 2 столбика. И так дальше. 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. Значит, в шестом ряду 72 столбика. Конец шестого ряда. Провязываю 72 столбик. Убираю маркер, больше он не нужен. Под следующую петлю завожу крючок, захватываю ниточку, протягиваю и первую петлю протягиваю через вторую. Вытягиваю подлиннее. Круг закончен. Беру темную ниточку. Сейчас буду делать обвязочку спиралью. Провязываю одну петлю, убираю крючок. Дальше, внимание, вот начало второго ряда, вот хорошо видно. Первое отверстие, второе отверстие, третье, четвертое. Вот они идут, это петельки. И в каждую петлю, в каждое отверстие я буду протягивать крючок и захватывать ниточку снизу. И буду двигаться по спирали. По спирали. Вот они хорошо видны, петельки. И в каждое отверстие буду вставлять крючок, протягивать крючок, захватывать ниточку и провязывать. И буду двигаться по спирали. Значит, вот первая петелька, вот она видна хорошо. Это начало второго ряда. Завожу крючок. И протягиваю петлю.
протянула. Дальше вставляю крючок в следующее отверстие. Захватываю ниточку, вытягиваю и первую протягиваю через вторую. Вязать нужно свободно, не затягивать. Так, в следующую завожу крючок, захватываю ниточку, вытягиваю, хорошо вытягиваю. И первую петлю протягиваю через вторую. Хорошо надо протягивать петельку, чтобы не затянуть полотно. В следующее отверстие завожу крючок, захватываю ниточку, протягиваю и первую провязываю через вторую. И так по спирали. Хорошо протягивать нужно петельку, чтобы петельки ложились свободно, не стягивали полотно. Значит, вот эту ниточку нужно следить за ней, чтобы ее не захватить и не ввязать в полотно. Вот лучше вот так ее вывести. И движемся по спирали. И так двигаюсь до конца. До конца 6-го ряда. Значит, закончила обвязку. Обвязку завершила под последним столбиком или полустолбиком. Под последним полустолбиком. Значит, у меня петля из темной нити и петля из светлой нити. Завожу крючок под светлую петлю, завожу крючок по темную петлю, захватываю и протягиваю. Провязываю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю одну петлю, делаю накид, завожу крючок, вот первую петлю пропускаю и завожу крючок под вторую петлю. Еще раз. Первую петлю пропускаю и завожу крючок под вторую петлю. Захватываю нить и провязываю столбик с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. 1, 2. Делаю накид, пропускаю одну петлю, завожу крючок под следующую петлю, захватываю нить и провязываю столбик с одним накидом. Значит, вверху 2 воздушные петли, внизу между столбиками 1 воздушная петля. Не воздушная, 1 петля основания. Значит, между столбиками 1 петля и между столбиками вверху 2 воздушные петли. Провязываю 2 воздушные петли,
делаю накид, пропускаю одну петлю, завожу крючок под следующую петлю и провязываю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, накид, пропускаю одну петлю, следующую петлю, провязываю столбик с одним накидом. Еще раз. Внизу между столбиками 1 петля основания, а вверху между двумя столбиками 2 петли воздушных. И так провязываю до конца ряда. Так, подошла к концу 7-го ряда. Значит, вот таких вот столбиков, еще раз повторюсь, должно быть 36 столбиков. Провязываю 2 воздушные петли. Отсчитываю 1, 2, 3. И под третью петлю завожу крючок. Под третью петлю завожу крючок. Захватываю ниточку, протягиваю. И первую петлю протягиваю через вторую. 7-й ряд я замкнула. Еще раз повторюсь. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее по кругу. Таких столбиков должно быть 36. Провязываю 3 воздушные петли. Делаю накид. И под 2 воздушными петлями я провяжу 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 3 столбика с накидом под 2 воздушными петлями провязала. Дальше под столбиком я провяжу 6 столбиков с накидом. Накид. Под столбиком провяжу 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, под 2 воздушными петлями я провязала 3 столбика с накидом, а под столбиком я провязала 6 столбиков с накидом. Дальше делаю накид. И под петлю основания между 2 столбиками, под петлей я провяжу 3 столбика с накидом. Раз. В эту же петлю. 2. В эту же петлю. 3. 3. Дальше под столбиком следующим я провяжу 6 столбиков с накидом. Накид. Раз. 2. 3. 4, 5, 6. Накид. Под 2 воздушными петлями я провяжу 3 столбика с накидом. 1,
2, 3, 3 столбика с накидом. Дальше под столбиком я провяжу 6 столбиков с накидом. Делаю накид. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид. В петлю между двумя столбиками провяжу 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Накид. Шесть столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. И так буду двигаться до конца ряда. И так змейкой я буду провязывать до конца ряда. Значит, 3 столбика с накидом, 3 столбика с накидом, а под столбиками с накидом, вот под этими столбиками, буду провязывать по 6 столбиков с накидом. 6, 6, 6 и так дальше. 3, 3, 3 и так дальше. Вяжем до конца ряда. Так, дошла до конца ряда. 6 столбиков с накидом я провязала. Обрезаю ниточку. Аккуратно протягиваю. И кончик нужно обязательно подпалить. Можно покороче обрезать. Обрежу сразу покороче. Так, замыкаю ряд. Под над столбиком первым ряда ввожу крючок под петлю, захватываю хвостик, протягиваю. Дальше завожу крючок в петлю, из которой выходил хвостик, захватываю хвостик, протягиваю. Вот получается такая ровная цепочка. Так, и хвостик завожу на изнаночную сторону. И нужно его спрятать. Аккуратно, произвольно протягиваю столбики. Протягиваю столбики. Сейчас я его слегка подпалю на огне и приклею. Так, все, ряд я замкнула.
Так, и последний ряд. Последний ряд это обвязочка. Обвязывать буду так же, как я и протягивала ниточку, провязывая вот эту спиральку. Буду делать обвязку по краю. Светлую нить. Я ее не обрезала. Значит, вот у меня начало ряда. Начало ряда под петлю я завожу крючок, захватываю ниточку, протягиваю. Дальше под следующую петлю завожу крючок, захватываю ниточку, протягиваю. На крючке 2 петли, первую протягиваю через вторую. Завожу крючок под следующую петлю, захватываю нить, протягиваю и первую протягиваю через вторую. Обвязку делаем свободно, не стягивая петельки, аккуратненько. И вот так по краю делаем обвязочку. То есть под каждую петлю основания я завожу крючок, протягиваю нить и первую петлю на крючке протягиваю через вторую. Вот такая обвязка получается. И обвязываем до конца ряда. Заканчиваю обвязку. Ниточку я обрезаю. Аккуратно протягиваю. Чуть-чуть покороче. Так, значит, хвостик у нас выходит из петельки. Первая петля, начало ряда обвязки. Завожу крючок под петлю, захватываю хвостик, протягиваю. Дальше завожу крючок под последнюю петлю, из которой выходит хвостик. Захватываю хвостик, протягиваю. И завожу хвостик на изнаночную сторону. Вот получилась непрерывная цепочка. Дальше хвостик я прячу произвольно в столбик. Так, работа закончена. Теперь вот этот зигзаг нужно аккуратно расправить, пройтись по кругу.
Работа закончена. Значит, вот эта салфетка связана крючком 3,5 миллиметра. Диаметр салфетки 19 сантиметров. А вот эта салфетка связана крючком 3 миллиметра. Ее диаметр 17. Абсолютно одинаково вязались салфетки, но крючками разного диаметра. Значит, это крючком 3,5 миллиметра, это крючок 3 миллиметра. Так, ну, вес салфетки, которая вязалась крючком 3,5 миллиметра, 61 грамм. А вес салфетки, которую я вязала крючком 3 миллиметра, 56 грамм. Буду рада, если мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всего вам доброго, творческих вам успехов!